Привет, друзья! Сегодня хотела бы поднять тему, как пережить утрату. Я сталкивалась с этой темой, я знаю эту тему не понаслышке. А, Когда мне было 17, у меня умерла мама. Пару лет назад у меня умер брат старший, родной. И в этом году у меня умер папа. То есть я, переживала всю эту тему изнутри, я ее знаю. И вот к каким выводам я пришла, хотела бы рассказать. И то, какие советы, наверное, могла бы дать тем, кто переживает сейчас утрату, и, может быть, себе в прошлом. Ну, то есть была бы рада услышать все эти выводы до того, как я все это пережила. Наверное, они бы мне помогли. Стараюсь кратко по делу. В общем, 5 моментов. Первый момент. У вас произошло горе. И, то есть вам нужно вот прям прочувствовать, понять, что у вас произошло горе. Очень большое. И поэтому нужно отнестись к себе очень, очень бережно, с любовью, с сочувствием большим. Вот, если вы можете себе посочувствовать, это очень хорошо, потому что когда мы можем себе посочувствовать, мы можем и, соответственно, другим посочувствовать. То, как мы относимся к себе, так мы можем и отнестись. Так мы и относимся к другим. То есть не нужно себя там гнобить, корить, там, вот что-то не так, что-то не так сделал, или там, ой, а это произошло по моей вине. То есть вашей вины в этом нет. Так как мы живем в мире, где есть смерть. То есть есть онкология, есть какие-то несчастные случаи. Это не вы все сделали, не вы придумали такой мир. И, ну, просто он вот такой вот мир есть, и нам нужно это принимать. И также принять и потом, что и мы когда сами тоже умрем. В общем, я к тому, что не нужно искать какие-то там свои несовершенства, в том, что вы как-то свои несовершенства в поведении, что вы как-то что-то не так сказали там, или что-то не так сделали при жизни, вот когда вы общались. А, Особенно, знаете, классика — это когда, вот последние слова были у меня там такие, вот очень часто в фильмах показывают, да, мы в последний раз там разругались, и что? Ну, блин, во-первых, это все фигня. Короче, это фигня, потому что а, близкие ваши, которые ушли, они все равно знают, что вы их любили, что у вас были, нормальные отношения. И нормальные отношения строятся и из ссор тоже, из ругани иногда, там, каких-то конфликтов. Это все не важно, все равно они знают, что вы их любите, что вы их любили и хорошо общались в целом. Как-то как-то их поддерживали, как-то им помогали и так далее. Какое я имею в виду, что вы можете испытывать чувство вины? Например, какое-то неоправданное, знаете, типа, а вот я там что-то не так помыслил, и вот за это меня Бог наказывает. Из этой серии. Или, а вот надо было, значит, такое другое лечение там, использовать, применять, а не то, которое использовали для больного человека, допустим. Если у вас вот близкий болел и умер, то в этом случае, конечно, есть немножко такое утешение. Это то, что зато сейчас он не болеет, он не испытывает тогда боль, какие-то страдания, мучения. Это тоже в какой-то мере утешает. Но тут можно уйти в другую крайность, когда вы прям так себя жалеете, что вот прям слезами обливаетесь, вам так жалко себя. И особенно это происходит, когда вам кто-то сочувствует, кто-то соболезнует, и вы, с одной стороны, благодарны, что вам соболезнуют, но с другой стороны, вы как бы начинаете смотреть на себя глазами этого человека, со стороны вы на себя смотрите, и вам так жалко себя еще становится. И вы вот продолжаете плакать, и не можете все остановиться. У меня
был такой момент, и я в какой-то момент просто сказала себе, что все, зачем это делать? Ну смысл? Ну все произошло уже, все, и что мне теперь жалеть себя? Ну, то есть понятно, что, ну да, это все грустно, но дело в том, что, ну, это просто не остановить, если поток слез не остановить, там, поток переживаний. Сложно, когда вы вот еще, добавляете себе этого еще жалость к себе. И я поняла, что, блин, сейчас нужно перестать себя жалеть. Все, все нормально. И все, хотя бы от этого я перестала плакать. Хотя бы с этой точки, с этого ракурса. Я еще постоянно м, в это время пила успокоительные какие-то. Ну, знаете, наверное, у вас свой какой-то набор есть. Обязательно пейте, потому что сложно так справиться с этим стрессом. И тут еще такой вот третий момент, наверное, я хочу выделить, что в общем, когда вы переживаете все это, вам становится так все равно на все остальное, на свое здоровье, там, на внешность, ну, понятно. Просто и вы отдаетесь полностью этому горю. Вот. И это, ну, такой важный момент, что все-таки нельзя так делать. Хотя я тоже это делала, мне было так все равно на все. Мне пофигу было, что там я в тот момент вот как-то, настолько стрессу отдавалась, этому горю, стресс переживала, что, но мне было все равно. Мне было все равно на свое будущее, на жизнь. Там. Но это как бы, плохой момент, да. Ну, то есть нельзя так делать. Хотя хочется очень, но в то же время нужно себя останавливать, понимать, что это как раз-таки четвертый момент. Это нужно сосредоточиться на живых близких. Это очень важно. Ну, наверняка у вас, да, остались все равно близкие, еще там, может, какие-то, в общем, близкие у вас остались. На них сосредоточьтесь. То есть это могут быть дети, братья, сестры, родители, которым тоже нужна помощь ваша будет. Там, братья, сестры, мужья, жены и так далее. То есть им, то есть ваша жизнь это не только вот благо для вас самих и ваше здоровье, но и для ваших близких тоже. Просто почему еще нельзя вот отдаваться полностью горю и забивать на свое здоровье? Надо понять, что вот у вас организм не железный. Он не может выдержать прям всю вашу эксплуатацию. И вот в том числе переживание такого стресса, оно, может дать просто потом отсрочные какие-то последствия. Зачем вам это надо? Вам нужно себя все-таки беречь, беречь свои ресурсы, ресурсы организма, они не бесконечны. Вам нужно понять, что у вас не железное здоровье. И, это потом может, да, привести к некоторым последствиям, и вы потом будете просто жалеть, что вы так переживали все это. Вот. Поэтому старайтесь вот как-то успокоительно на себя, может быть, успокаивать. Но все равно более-менее они в чем-то могут помочь. Сон, наладьте сон, там, прогулки на свежем воздухе, питание, все должно быть. Хотя у меня, допустим, не было аппетита, но надо стараться все равно привести себя в более-менее спокойное русло, в равновесное состояние. А еще, вот, допустим, важно выговориться, важно не держать все в себе. Какой-то близкий у вас есть, поговорите с ним. А, И можно вот даже вот проплакаться, да, потому что все равно вот у вас кортизол, он вместе со слезами выходит. Но также можно и пить воды много. Он будет просто тоже выходить этот кортизол.
Вот, важно все это, в общем, с физической стороны поддерживать организм. Ну и последнее, наверное, то, что я хотела сказать, это старайтесь уже, когда более-менее пережили какие-то первые дни, то отвлекаться нужно отвлекаться на жизнь, на работу, на там, обязанности какие-то свои, там, по уходу там, за ребенком и так далее. То есть отвлекаться, отвлекать именно мысли, занимать мысли. Еще очень хорошо помогает в отвлечении мыслей какое-то творчество, там, выразите все эти переживания, выплесните там, в писательстве, в музыке. То есть все это можно как арт-терапию использовать. И как раз-таки этот опыт, он вы более осмыслите, все это вылейте на бумагу и пойдете дальше. А вы будете продолжать думать, каждый день там вспоминать, да, ну, в течение какого-то времени будете каждый день вспоминать, а оно станет легче в какой-то момент, но при этом легче становится не от времени, а от того, в какое правильное русло вы направили свои размышления, мысли и действия. То есть становится легче от все-таки своих правильных мыслей и действий, а не просто от времени.